Этим летом произошли два события, которые для многих остались незамеченными, но взбудоражили определенную социальную группу россиян, тех, чьи родные и знакомые сейчас участвуют в войне. По меньшей мере в двух регионах России, в Челябинской области и Татарстане, началось распространение памяток для жен военнослужащих. Во многом их содержание не лишено смысла, но вызывает ужас. Местами памятки буквально напоминают руководство по обращению с диким зверем. Вот, например, не рекомендуется подходить к мужу резко со спины. Лучше тихим голосом сначала заговорить, а потом приближаться и дотрагиваться. Ветеран СВО там представлен как человек, склонный к агрессии, паранойи, алкоголизму и наркомании, который, вероятно, и дома будет спать в одежде, чтобы в любой момент выскочить и защититься от удара в спину, который точно нуждается в помощи психолога или психиатра. Между тем, еще в начале лета прошел 18-й Санкт-Петербургский саммит психологов, где с получасовым докладом выступил профессор Александр Караянин. Когда-то мы уже ссылались на его учебник 2006 года «Прикладная военная психология». Но спустя 18 лет автор вдруг решил разоблачить свою же книгу, которая была написана на основе множества западных исследований на тему психических расстройств у ветеранов. Теперь же, по мнению Караяни, западные специалисты страшно драматизировали, преувеличивая проблемы, и в итоге сделали из ПТСР пугалку, просто чтобы пилить бюджеты. Ну а что еще можно ожидать от бездуховного Запада-то? Западная цивилизация, как отмечалось, и в том числе вот только что Михаилом Михайловичем, переживает сегодня глубочайший кризис. И специальная военная операция, она с одной стороны является порождением, неким символом и одновременно уже и катализатором этого кризиса. И она, эта специальная военная операция, выполняет для нас роль такого беспристрастного, огромного зеркала, в котором отражается вот эта западная цивилизация, отказавшаяся от Бога, от природы, от семьи. В докладе ученый, доктор наук, сделал вывод, который даже вынес в заголовок. Поколение СВО – психологический актив созидания будущего России. Совсем ёбнулись. Ну давайте обсудим, что ж делать. Любая война калечит людей не только физически, но и ментально. Особенно пагубна для психики та война, которая не является оборонительной для участвующих в ней людей. Еще хуже, если участники боевых действий не могут четко сформулировать для себя конечную цель войны. Если у них в голове нет конкретного образа победы, которую можно приближать, проявляя мужество и храбрость в бою. Во Второй мировой участвовало на порядок больше американских граждан, чем в войне во Вьетнаме, и людские потери тоже были на порядок больше. В Западной Европе солдат армии США по-настоящему сводили с ума бесконечные живые изгороди, за которыми прятались немцы. А на островах Тихого океана сражения в джунглях во время Второй мировой не уступали по ожесточенности боям среди джунглей Вьетнама. Однако все мы слышали о смертоносном для ветеранов и всего американского общества вьетнамском синдроме, который не изжит до конца до сих пор, а в 21 веке был усугублен иракским синдромом. А вот синдром Второй мировой в США как-то совсем не на слуху. Да, можно сделать большую поправку на то, что со временем улучшаются методы диагностики боевых психологических травм и посттравматических расстройств. Но даже с такой поправкой разница остается очевидной. В 90-м году группа исследователей под руководством профессора психиатрии и поведенческих наук Дьюкского университета Джонатана Дэвидсона провели сравнение симптомов ПТСР у ветеранов Второй мировой и Вьетнама. Те, кто прошел Вьетнамскую войну, демонстрировали больше враждебности, отчужденности, страха, суицидальных наклонностей, тяги к алкоголю. Они чаще избегали напоминаний о пережитом на фронте. Но почему? Ведь по своим ужасам, по потерям Вторая мировая несоизмеримо превосходила Вьетнам. Воевать против немецкой и японской армии и флота было гораздо сложнее, чем против сильно отстающих от американцев в технологическом развитии армии Северного Вьетнама и Вьетконга. Отчего же именно Вьетнам нанес более глубокие душевные травмы? А дело в том, что во Вторую мировую США вступили после нападения Японской империи на американскую базу Перл-Харбор и после того, как войну Америки объявил Адольф Гитлер. Призывники из Калифорнии, Алабамы и Вирджинии и безо всякой пропаганды чувствовали, что война с Японией и Германией справедлива. Агитация, безусловно, всячески усиливала такие настроения, но не пыталась конструировать их с нуля.
Солдаты понимали свое место, зачем они там. И подобно тому, как строитель ощущает свою сопричастность к возведению дома, понимает, зачем он тащит цемент и кладет кирпич, так и военнослужащих на справедливой войне поддерживает ощущение их нужности, осмысленности их лишений и жертв. И что немаловажно, дома их потом встречают как героев. Вы точно видели две знаменитые фотографии под названием «Поцелуй на Таймс-сквер» 14 августа 1945 года, когда была анонсирована капитуляция Японии, один из матросов американского флота в порыве чувств поцеловал незнакомую медсестру. Сцена даже воссоздана в памятниках. Но стоит немного поменять обстоятельства, например, заменить одну войну на другую, Вторую мировую на вьетнамскую, и герой сразу превращается в скотину с грязными лапами, которая без спроса лезет к женщинам. И сразу вызывает подозрение. Раз он тут такой развязанный, то что он тогда творил там, на войне, вдали от глаз фоторепортеров, имея на руках оружие? Конечно, есть фото, на которых американские семьи встречают родных из Вьетнама. Люди радуются возвращению близких. Но невозможно вообразить аналогичный красивый снимок, где первую попавшуюся незнакомку спонтанно целует ветеран Вьетнамской войны. По какому праву вообще он мог бы такое сделать? Девушка что, его об этом просила? Или он воевал за ее свободу или безопасность? Да и сам ветеран не сможет внятно и просто объяснить, каким образом он воевал за эту девушку или за ее свободу и безопасность во Вьетнаме. Придется прибегать к каким-то длинным и сложным риторическим конструкциям, пересказывать своими словами аж целую политологическую теорию домино. Мол, если бы я не пошел убивать вьетнамцев во Вьетнаме, то запустилась бы длинная последовательность событий, где последняя из костяшек домино таки, может быть, ударила бы по Соединенным Штатам. Звучит как оправдание. В такую головомуть, скорее всего, не верит и сам ветеран. На передовой он не понимал глобального смысла своих действий. Просто старался выжить, убивал, чтобы не быть убитым. Если в коллективе возникало боевое братство, а оно в грязных войнах возникает не всегда, то главным смыслом боевых действий становилось выживание взвода или роты. В каких-то исключительных случаях мог возникнуть местечковый патриотизм по отношению к полку или дивизии. По возвращении не остается даже этого. И страдавшемуся участнику войны, как воздух, нужно какое-то признание со стороны общества, символическое подтверждение их заслуг. Однако большая часть общества не замечает или намеренно отворачивается от ветеранов несправедливых войн. Очень немногие готовы наделить таких ветеранов особым статусом. Не представлять их как героев, не дай бог, не делать образцами для подражания, конечно, но наделить хотя бы статусом жертв преступной политики государств, которая отправила их умирать и убивать, используя манипуляции, инструменты экономического и тупого насильственного принуждения. В результате люди попадают в ловушку. И на фронте невыносимо, и на гражданке еще невыносимей. Ведь там, за ленточкой, хотя бы ценили и уважали братья по оружию. Дома никакого уважения нет. В лучшем случае пожалеют, да и готовых пожалеть не то чтобы много. Уж лучше назад в окоп, к пацанам. В еще большую ловушку попадают семьи таких людей. Некогда кормилец, любящий муж и заботливый отец становятся источником перманентного стресса для своих же родных. Психологические расстройства одного человека распространяются на целую семью. Издание «7 на 7. Горизонтальная Россия» на днях выпустило материал о так называемых вторичных психологических травмах. Эти психотравмы получают не сами военные, а их семьи, в первую очередь жены и дети. Одна из собеседниц журналистов рассказала, 90% ее знакомых из семей мобилизованных сидят на антидепрессантах. Им понадобится примерно такая же реабилитация, как и самим военным. Когда член семьи находится на фронте, его родные пребывают в постоянном стрессе, переживают резкие перепады настроения. Когда желание с головой окунуться в какую-то деятельность сменяется апатией. Некоторые жены военнослужащих не говорят детям, что их отец на войне. Они вынуждены месяцами, а то уже и годами поддерживать выдуманную легенду. Особенно тяжело тем, кто сам осуждает нападение на Украину, но у кого там воюет муж. Их психика просто отказывается принять происходящее. И абсолютно все сталкиваются с бытовыми проблемами. Семьи, где одного из супругов забрали на фронт, становятся неполными. Дети, как и все домашние и хозяйственные дела, ложатся на плечи одного человека, который и так постоянно на нервах, каждую минуту боится, что придет похоронка. Мобилизация и любые контракты с Минобороны сейчас бессрочные.
Лишь незначительное количество военнослужащих могут вернуться домой не по инвалидности. При том, что даже коллег отпускают далеко не всех. Кто возвращается целым? Каким-то образом удается немного повоевать и вернуться назад с наградами и ветеранскими удостоверениями депутатам и сотрудникам региональных администраций. Плюс остались какие-то последние добровольческие формирования, не перешедшие целиком под контроль Минобороны. Там еще остались краткосрочные контракты. Однако возвращение любимого человека с передовой далеко не всегда приносит облегчение. Этот пост мы нашли на Пикабу. Пишет женщина, у которой муж, по всей видимости, как раз служит в добровольческой группировке, и поэтому сам выбирает, ехать назад или нет. Мне 34 года, ему 40. Вместе мы 8,5 лет. У нас 2 детей, дом, машина, ипотека и все такое. Собрался мой милый в далекую командировку. 9 месяцев отслужил, 2 контузии. Но живой и целый вернулся, слава богу. Месяца 2 дома пожил, и снова ему туда надо. Говорит, там настоящие эмоции, там, говорит, жизнь. А здесь, цитирую, «Люди долбоёбы. Скучно? Что тут делать?» 2 раз муж уехал на 7 месяцев, тоже контракт, и вот он вернулся. Психика у человека искалеченная. Эмоции ему испытывать сложно, он их не принимает в себе, во мне, в детях. Есть последствия контузий, неврологические. Наблюдается у невролога и психиатра. Ему кажется, что мы все тут с жиру бесимся, и наши проблемы не настоящие. Все здесь ему кажется таким мелким и ненастоящим. Люди заморачиваются по мелочам, а те, кто не пошел воевать, трусы. Он сам мне говорил, что я как сыр в масле катаюсь. Он у меня обеспечил все условия для комфортной жизни, а я ною, что его нет рядом. В комментариях к посту есть отклик женщины, которая попала в такую же ситуацию. Постоянно мелькают темы, что мы живем в безопасности и надумываем себе проблемы. Что вот настоящие проблемы там, где погибают дети. А я такая тут, не знаю, чем себя занять, вот и схожу с ума. Я с 3 детьми и ввиду специфики его службы постоянно в режиме ожидания. Быт вывозить приходится самой, решать вопросы по учебе, лечению, воспитанию детей приходится самой. Или вот еще один комментарий. Просто поделюсь опытом. В нашей большой семье один из мужчин поехал в чеченскую кампанию. Вернулся живым, но с ранениями, контузиями, таким же настроением, что вы здесь все дурью маетесь, а вот мы там дело делали настоящее. На прошлом рабочем месте не получалось работать, уволился, лечил новоприобретенное заболевание. И самая фишечка – ПТСР с ночными психотическими эпизодами. Когда рвался в бой, дети и жена спасались только тем, что ложились на пол. Видимо, из соображений, что лежачих не бьют, он их и не трогал. Итогом стал, конечно, развод. Благодаря неимоверным усилиям женщины дети выросли, выучились. Мужчину первое время старались поддерживать, но алкоголизм и психические заболевания сделали свое дело. На сегодняшний день складывается впечатление, что в России наметились 2 тенденции. Первая – всячески преуменьшать существующую проблему, как это сделал на крупной профессиональной конференции Александр Корияни. Вторая тенденция – принятие каких-то мер, но на уровне локальной самодеятельности. Сюда относится как раз упомянутая брошюра для жен военных в Челябинской области и Республике Татарстан. Ее подготовили местные некоммерческие организации. Они же занимаются распространением брошюры в инициативном порядке. Но помимо верных советов, там есть еще и вредные. Авторы памятки предлагают женам ветеранов, по сути, взять на себя функции врача, внимательно и терпеливо выслушивать все рассказы супруга о войне. Далеко не каждый профессиональный психолог может выдержать такие сеансы, ведь не все обучены работать с ПТСР у военных. Даже специалисты сгорают на работе. Чего же ждать от солдатских жен в такой ситуации? Только вторичных психологических травм. Поскольку сейчас пока еще очень немногие возвращаются домой с войны, издание 7/7 поинтересовалось, помогает ли кто-то семьям военнослужащих. Ведь им психологическая поддержка нужна уже сейчас. Это сотни тысяч, если не миллионы людей. Среди 10,5 тысяч заявок, поданных в фонд президентских грантов с начала 2022 года, журналисты выявили 17 инициатив, направленных на помощь семьям участников войны. Из них лишь 1 программа составлена профессиональными психотерапевтами. Еще 6 организаций готовы привлечь специалистов. Все остальные занимаются или какой-то самодеятельностью, или распилом выделенных средств. Помимо организации грантополучателей, есть инициативы региональных властей. Но, как пишут авторы публикации, лишь 1 региональная организация по-настоящему эффективна.
единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, и расположена она в Москве. Другие же заняты скорее организацией развлечений и досуга, что может и неплохо, но никак не заменит специализированную помощь. Да и не все развлекательные программы можно назвать безвредными. В Ханты-Мансийске, например, местные представители «Единой России» организовали для жен мобилизованных показ мод в стиле милитари. Когда российская армия вернется с войны, а когда-нибудь это случится, ей понадобится другая армия – психологов, психотерапевтов и психиатров. Еще одна армия таких специалистов нужна уже вчера для семей военнослужащих. Нынешняя война и по интенсивности, и по оценкам потерь страшнее войн во Вьетнаме и в Ираке, советской и американской кампании в Афганистане и обеих чеченских войн и всего этого вместе взятого. Причем идет она не 10 лет, но превзошла все вышеперечисленные вооруженные конфликты в совокупности всего за 2,5 года боевых действий. Если все те войны по отдельности травмировали общество, то какого масштаба коллективная травма ждет нас по окончанию СВО? Если на этот счет и можно сказать хоть что-то позитивное, то это то, что после ухода Путина России не придется долго искать национальную идею. Несправедливая и бессмысленная война была развязана почти что одним днем. Зато последствий финансовых, экономических, политических, демографических, экологических и психологических этих последствий хватит на десятилетия. А их разгребание, превращение нашей страны обратно хотя бы в такую же, как она была в 2021 году, это вполне может стать национальной идеей как минимум целого поколения, а то и нескольких. Миллиарды были потрачены Путиным, чтобы загнать российских мужчин в окопы. Еще миллиарды и миллиарды придется тратить на то, чтобы лечить физически и ментально и ветеранов, и членов их семей. Понадобится колоссальных масштабов государственной программы. Необходимо будет привлекать и негосударственные организации, но не как сейчас, кто в лес, кто по дрова, а с проработанными методиками и контролем качества. Может быть, со временем Россия наработает беспрецедентный опыт реабилитации миллионов травмированных людей. Может быть, когда-нибудь это даст большой толчок в развитии отечественной психологии и психиатрии. Возможно, в нашей стране после всего пережитого исчезнут любые предубеждения насчет походов к психологу. Все станут воспринимать их как объективную необходимость, как посещение дантиста. Но это, если и произойдет, то со временем. А сейчас мы имеем огромные проблемы, которые только предстоит конвертировать в решаемые задачи. До завтра.